это то, что у тебя складывается из детства, с годами, да? То есть вот ты проживаешь какие-то эмоции, ты проживаешь какую-то жизнь, и ты становишься определенной личностью. Я об этом книгу написала. Моя последняя книга была как раз посвящена 14 голливудским звездам, и я делаю разбор их имиджей. И вот здесь книга будет сейчас, да? Мы ее покажем. Почему именно у нее такой образ, да? Ну, например, возьмем Анджелину Джоли. Почему у нее именно такой брутальный, такой коварный, такой образ, да? Отношения с папой, наверное? Точка. Отношения с папой. Потому что она до сих пор проживает свою жизнь, она не проживает саму себя. Это не то, кто она есть. Вот ей бы вот снять бы эту маску, потому что она реально носит маску. И у нее жизнь вообще бы наладилась. Поэтому у нее отношений с мужчинами не складывается. Хотя Брэд Питт, да, по сути, типа да. тоже икона и лучшая. Но да, она там, очень да, мощная, она на самом деле очень мощная женщина, понимаешь? Но она вот, потому что, ну, это отдельная тема. Голливуд — это такая... Сейчас я этот фотку ставлю с его папой. Хопа! Да, Голливуд — Это это магия, такая... Магия. Голливуд — с это его такая папой. тема, что там вообще звезды сами себе не принадлежат. На самом деле им Да. прописывают этот образ, и там целая, да. там Да. целая армия имиджмейкеров работает. Да. И то, что мы Да. видим, это вообще зачастую не есть те люди. Их Да, учат, да, как 100%. говорить, как ходить, там, я уже молчу про то, как позировать, Я понимаю что это, говорить. да. То есть все, они сами себе не принадлежат. Я бы не хотела такую судьбу, как у них на самом деле. Есть у нас физическое наше тело. Вообще мы, по сути, нашей своей, не существуем. Если взять самые первые уроки нашей химии, биологии, физики, то мы состоим из чего? Из клеток. Клетки состоят Воды. из атомов, атомы состоят, то есть вода, молекул. пустое Молекулы пространство. состоят из атомов, атомы. То есть, Из если квантов, увеличить, из кварков, да, из пустоты. если это все увеличить, то это, пустота. То есть мы реальная пустота, мы просто голограммы, специально сделанные так, что чтобы мы чувствовали, как я уже говорила, есть определенные инженеры там, которые руководят нашими различными процессами, да, обоняние, осязание, Да. так, и так далее, чувствительность. Но я считаю, что в астрале мы намного реальнее, чем мы здесь. Потому что, Так как и мы есть. уже говорили, что вот наше сознание, наша осознанность, когда ты говоришь, как с тобой сущности общаются, они могут просто на ментальном уровне со мной общаться. Это звучит как шизофрения, но это так. И я тебе докажу, почему я вообще это не то, что я там насмотрелась, где-то начиталась, наговорилась. Нет, это все происходило все в моей жизни. Возвращаясь к истории о моей подруге, о моем экстрасенсе, да, мы с ней могли общаться вот реально на телепатическом уровне, на ментальном плане. То есть Вот это знак, что из прошлой жизни, потому что Да. много раз, да, когда даже на ментальном переписка плане. идет, это Потом происходит. я знаю, как она работала. Я не знаю всех подробностей, и нельзя было много чего рассказывать, но кое-что я знаю. Я знаю, что она работала по ночам, и это тоже все как выход в астрал. Она делала специальные техники дыхания, чтобы выходить в астрал. И когда я к ней, допустим, приходила с каким-то вопросом, она это все записывала, она записывала мое имя. Каждый раз, когда она задавала вопрос, и она говорит: ты не думаешь, что я не знаю дату твоего рождения и как тебя зовут? Но мне нужно это записать, ты должна это проговорить. Я не знаю до сих пор, чем это объясняется. Ты должен сказать свое имя, дату своего рождения. И она говорит: дай мне 3 ночи. Да? Иногда это сразу ответ приходит, иногда не приходит, иногда просто, нету ответа. Не дадим мы тебе сегодня ответ вообще. А иногда ей давали ответ, она мне его говорила, мне нахрен выключали сознание, и я просто ничего не помню. Я говорю, ты же, что ты мне по этому поводу скажешь? Она говорит: Яна, ты чего? Я тебе уже все сказала. Я говорю: когда? Она говорит: вот тогда, тогда-то. Я говорю: ну как? Я не помню, такого не было. Она говорит: слушай, значит, не надо было тебе знать. То есть тебя просто взяли, меня просто вырубили, понимаешь, в какой-то момент. Иногда такое тоже бывает. Когда мы находим каких-то менторов, да, которые нас ведут по жизни, мы просто должны понимать, что я Я нашла своего ментора. И то это случилось после того, когда мою подругу забрали из этой жизни, и мне было очень плохо, на самом деле.
у меня было очень, такая депрессия была, как будто меня взяли и, знаешь, сердце просто вынули из груди и сказали все, и вот как будто вот жизнь остановилась, вот у меня было такое состояние, причем у меня и у ее последнего ученика, которого тоже Ян звали, как она говорила, у меня есть Яна, а теперь появился Ян, ее последний ученик, и мне было реально плохо, и какое-то время, это очень, кстати, интересный экспириенс, о котором все никак не могу дойти, к нему сейчас расскажу. Первое время мы с ней коннектились через сны. Ну, у меня вообще вся как бы информация через сны всегда приходит. И я чувствовала, у меня очень сильная как бы вот, это не, я не знаю, это интуиция или что это, да, то есть у меня было очень сильное состояние. Я в этой жизни ни одного своего друга как бы потеряла. И всегда перед тем, как они уходили, они мне всегда снились во снах. Как будто их уже нет. Позже я это поняла, когда уже с Сашей Павленко познакомилась, и когда он объяснил, что Саша говорит так, что в этой жизни на 45 дней вперед ничего невозможно поменять. То есть с сегодняшнего момента, следующие 45 дней... Почему? Это я очень, не знаю, кстати, крутой момент. невозможно ничего Да. поменять, все прописано. Это правда, Я могу, это правда. допустим, свое Чего-то мнение сказать, год, там, почему. 2, 5, а вот, почему вы а думаете? я не знаю, вот К примеру, 45 то, дней что невозможно ты уже ничего сделал поменять. до этого, Да, говори. то, что ты уже сделал до этого, привело тебя в эту точку. Соответственно, Может каком быть. ты сейчас настроении, в какой карме ты заслужил. Возможно, ты заслужил вот 45 дней, вот, потому что ты уже сделал, а сейчас ты, допустим, на 46-й день закладываешь фундамент. Возможно, поэтому. Да. Ну да. Смысл, еще тут один момент есть, вот я тебе говорил про Александра Свияж, я тебе обязательно скину, и зрители, если вам интересно, он рассказал очень классно, он вообще занимается холотропным дыханием, он правильно учит людей правильно дышать, не так, что ты ложишься, дышишь, отключаешься, а он делает стоячую именно холотропное дыхание. То есть ты в сознании и намного быстрее, ну, на самом деле намного эффективный процесс происходит. И он говорит, что, допустим, если вы погружены в какой-то негатив или у вас какие-то проблемы в жизни, ну вот это вот все, вы чувствуете, что он нагнетается, то это из-за того, что у вас вот этот цикл, который вот как раз он говорил про эти 45 дней тоже, вот, вы просто в нем замкнулись. И фишка в том, что вот просто элементарная вот формула выхода из этого всего, просто вы должны 45 дней находиться в позитивном состоянии. То есть, если что-то плохое, негатив, все, берите вот мою технику, говорит, холотропное дыхание на 30 минут, на 10 у него есть, но ты дышишь, и ты начинаешь манифестировать все свои, все то, что ты хочешь. И обязательно во многих вещах ты просишь прощения. Допустим, нету денег, ты начинаешь дышать, манифест, я прощаю деньги за то, что я вас не любил, простить, ну там вот такие вот все вещи. И у тебя, и когда ты эти слова говоришь, внутри ты испытываешь определенное ощущение к этому пониманию, к этому коннекту, к этой программе. И если ты это сделаешь в течение вот этого времени, 45 минут, ты можешь выйти из этого цикла негатива полностью. То есть, допустим, люди этого не понимают, они не могут выследить этого времени, то есть сколько реально нужно этого времени. То есть они, допустим, 3 дня позитивно находились, да, такие, не-не-не, все нормально, все нормально, дней это а потом сложно продержаться. оседает, потому что у них нету системы в голове, Конечно. сколько реально времени нужно продержаться. Вот у меня с моим опытом, я точно знаю, что если у меня в жизни вдруг какой-то там, из этих 45 дней, там 26-й негативный, значит, он пришел еще с прошлого моего цикла, и мне нужно его дочистить. То есть как только он появляется, я его сразу все переключаюсь полностью, все, и как бы и иду дальше. А еще есть на манифест желания, вот допустим, если ты что-то желаешь, да, он в основном может отразиться где-то через 1,5 года, первые шаги. Ребят, с этими желаниями То есть нужно быть желание очень это вообще другое аккуратны, дело. очень Третий момент очень нам интересный, это вот осознанное сновидение, когда у людей это получается, или может быть даже просто вот когда спят, ну, вот в твоем случае это вообще феномен. Ты наверняка слышал об эволюции человека. Допустим, это так. Сначала мы жили в лесу и охотились на мамонтов. Мы освоили огонь, и появились орудия труда. Затем было колесо, и появление современного общества резко ускорилось. Потом мы обратили внимание на электричество и резко шагнули вперед. Но может это лишь видимая часть развития человека? Наше сознание тоже развивалось. Не стало ли ему мало места в бодрствовании? Поэтому уже давно оно начало возникать на ближайшем физиологическом состоянии мозга, так называемой фазе быстрого сна. Назовем это явление фаза. Ты, как и все люди, все чаще в нее попадаешь. Мы верим, когда-нибудь мы все будем осознанно жить в 2 мирах, здесь и в фазе.
Как правило, фаза возникает на пробуждении или засыпании. В этот момент с тобой могут происходить удивительные гиперреалистичные переживания. В Библии львиные доли встреч с ангелами и Богом происходят именно до или после сна. В какое время суток НЛО похищают человека и где он в это время находится? Не в это же время происходит большая часть паранормальных явлений. Ты думаешь, это тебя не касается? Но было ли так, что ты во сне вдруг понимал, что спишь? Или на пробуждении или засыпании твое тело было парализовано? Или ты думал, что проснулся, а потом оказывалось, что нет? Может, у тебя возникало ощущение выхода из тела? И это только верхушка айсберга. В итоге, наша жизнь и культура идут вплотную с фазой. Это серый кардинал всей нашей истории. Твоя первая мысль: а зачем мне это надо? Во-первых, это самое удивительное, что ты можешь пережить. Ни один наркотик не дает таких ярких ощущений. Во-вторых, в фазе ты можешь получить информацию из подсознания, лечить себя, путешествовать, встречать любых людей, раскрывать потенциал творчества, реализовывать желания и многое другое. В будущем фаза произведет революцию в медицине и компьютерах. Это целая вселенная внутри нас. Не на ее ли основе будет создана матрица? Ты готов уже сегодня легко и просто оказаться в фазе. Вечером засыпай с намерением на каждом пробуждении пробовать оказаться в фазе. Проснувшись ночью, сразу пытайся почувствовать себя возле зеркала. Не задумывайся, попробуй оказаться у него во что бы ты ни стал. Если окажешься у зеркала, ты уже в фазе. Нет, пробуй, не напрягая мышц, просто встать, взлететь или выкатиться в бок. Не представляй, а делай это реальным ощущением тела. Просто не напрягай мышц. Получилось разделиться с телом? Иди к зеркалу, а затем осуществляй любые свои цели и мечты. Если ничего не получится, засыпай с мыслью попробовать на следующем пробуждении. И так каждый раз. Особенно эффективно пробуждение утром и после дневного сна. Почему это работает? Сразу после сна дверь открыта. Ты уже в фазе. Просто попробуй сразу же оказаться у зеркала. Если не получится, пытайся встать, выкатиться и взлететь, не напрягая мышц, но очень активно. Если не испугаешься, эти простые действия перевернут твое представление о жизни. Просто попробуй несколько раз, и ты станешь человеком будущего.